Всем привет и поздравляю с квалификацией на мероприятие. Выражаю свои поздравления и благодарность за то, что помогаете реализовать мечту Гербалайф. Я Джон Тартоль. Я горжусь, что пользуюсь продуктами Гербалайф вот уже 40 лет. Не могу поверить. 40 лет. Я начал использовать продукт, похудел на 12 фунтов, то есть примерно на 5 килограммов. У меня появилась больше энергии. Раньше я принимал пищевые добавки, пил протеиновые коктейли, но Herbalife, как вы знаете, это то, что вы чувствуете. И именно это имеет значение. Итак, сначала я был клиентом, а потом решил присмотреться к бизнесу. Сегодня я расскажу вам о том, что произошло со мной в рамках истории компании, но также и об истории компании с моей точки зрения. Но начать я хочу с того, кто я такой. В профессиональном плане я много лет был музыкантом. Я люблю играть, играю на клавишных. Иногда я играю с большими группами на больших аренах. А иногда играл в тех типичных заведениях, которые вы нередко видели в американских фильмах. Ну или не видели. В таких барах ставят проволочную сетку перед сценой, потому что посетители могут бросить в музыкантов бутылку. При этом я подрабатывал официантом и барменом и надеялся, что никто не узнает, кем я был в шоу-бизнесе. На самом деле я учился на юридическом факультете 1 год. Но это все лирика. Я никогда не собирался быть адвокатом, я хотел быть рок-звездой. Но и эта сфера меня разочаровала. Когда я стал использовать продукт, с которым чувствовал себя прекрасно, моя тогдашняя девушка Лори сказала мне, что я пойду с ней навстречу на следующей неделе. Лори не спрашивала людей, чем они хотят заниматься, она говорила, что им нужно делать. Понятно? Итак, я приехал в первую штаб-квартиру Herbalife. Вы видели фото. Я покажу кое-что сегодня снова. Маленький офис, как, наверное, у многих из вас. Это было в Беверли-Хиллз, но далеко, не в самом центре. Было субботнее утро. А все знают, что настоящие рокеры не встают раньше полудня. Мне пришлось проснуться в 8 утра, чтобы попасть на эту встречу. Настроение оставляло желать лучшего. Я вошел в комнату, где было еще человек 40. И вы сами знаете, какие у нас встречи. Все аплодируют, все счастливы, и я подумал, какого черта происходит? Итак, я послушал презентацию. Я верил историям по продукту, потому что сам уже почувствовал улучшение на себе. А потом я услышал истории о доходах и подумал, ого, это интересно. Я всегда неплохо разбирался в математике, поэтому, когда я увидел план продаж и маркетинга, который тогда был крайне простым, я подумал, это может стать неплохой возможностью. Думаю, я хочу этим заниматься. Но я не хотел показывать это Лоре или Джерри Цветанович, которая тоже там была. И вот урок, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Джерри повела себя очень мудро. Она сказала мне, «Джон, давай сыграем в игры разума». Я сказал, конечно, почему нет? Она сказала, я хочу, чтобы ты подумал о том, где ты был 10 лет назад, и где ты на этот момент думал, что будешь сегодня. Это было в далеком 1981 году. 10 лет назад я учился в школе и думал, надеялся стать рок-звездой. Джерри продолжила. «Хорошо, теперь я хочу, чтобы ты подумал, не обязательно произносить вслух, о той сумме денег, что лежит у тебя сейчас на сберегательном счете». Я сказал, «Хорошо». Она сказала, «Разве не логично, Джон, что, продолжая делать то, что ты делал последние 10 лет, в следующие 10 лет ты удвоишь свои сбережения?» Это была первая пощечина, ведь на тот момент у меня на счету было всего $100. И я сказал, «Верно». Джерри продолжила. «Я так понимаю, Джон, ты подрабатываешь официантом и барменом. В Америке это значит, что вы работаете за минимальную плату с надеждой на чаевые». Я сказал, «Ну, Джерри, я работаю в хороших местах, мы получаем неплохие чаевые». А она говорит, «А по сути ты продал себя за минимальную плату». Это была моя вторая пощечина. И я сказал, «Хорошо, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Она говорит, «Вот что. Я хочу, чтобы ты использовал продукт, носил значок и разговаривал с людьми. Я научу тебя, как это делать». И фраза, которая действительно меня поразила, как миллионы людей по всему миру. Она сказала, «Джон, чтобы что-то изменилось, ты сам должен измениться. Чтобы что-то стало лучше, ты сам должен стать лучше». И на вопрос, как мне стать лучше, она ответила, «Использовать продукт, носить значок, разговаривать с людьми, усердно работать и быть обучаемым». Это тоже важный момент. Потому что ты должен хотеть что-то изменить, и я хотел. А вы должны быть готовы много работать. С этим проблем у меня тоже не было. И нужно было быть обучаемым. Поэтому я сказал, «Хорошо, я могу это сделать». И вот еще один важный момент. Джерри сказала, «Теперь я хочу, чтобы ты взял на себя обязательство перед собой и перед нами, что ты не бросишь все в течение 6 месяцев, несмотря ни на что. Да, ты будешь выделять на это 1-2 часа в день, но не бросишь». И это было критически важно, потому что многие люди присоединяются к Herbalife и каждый день просыпаются с мыслью, нужно ли мне это? Но когда вы берете на себя обязательства, вам больше не нужно думать, нужно ли мне делать это снова сегодня? Хорошо, вот пример. У меня оставалось еще 5 месяцев и 10 дней. Как мне стать лучше? Как я могу стать уверенней?
У меня не было уверенности в том, стоит ли заниматься бизнесом Гербалайф. Но каждый день я начинал работать чуточку больше. Я не думал о том, чтобы бросить. Я думал о том, как стать лучше, как я могу. Я сильно нервничал, и мои ладони так потели, что прежде чем пожать кому-то руку, я всегда как бы вытирал ее. Я действительно наловчился незаметно вытирать ладони о свои штаны и невозмутимо говорить. В первые 1-2 месяца я даже имя свое забывал. Так нервничал. На полном серьезе я говорил людям: «Вы, наверное, не захотите этим заниматься. Все в порядке». А они меня останавливали. Нет, думаю, мне интересно. Ведь я рассказывал им несколько историй, я показывал им продукт, я рассказывал им о своих результатах и результатах других людей. И так начался рост. И я неплохо преуспел в свой первый месяц работы. Что я делал? Я взял те уроки, которые давал Марк Хьюз, и у меня появился шанс увидеть Марка. Многие из вас это уже знают, но я хочу, чтобы вы подумали об этом еще раз. Все началось в 1980-81 годах. Самое главное, вы должны использовать продукт. Я поговорю об этом и завтра, но все мы все это знаем. Я сказал: хорошо, но что потом? Что дальше? Приглашение на презентации? Я сказал: понятно. Тогда мы не использовали эти термины. Они сказали: вы должны изучить реакцию на значок. Наверное, многие из вас знают, а может и нет, но реакция на значок — это то, чему нас учил Марк Хьюз. Вы должны спросить людей: вы серьезно намерены похудеть? Вы действительно хотите чувствовать себя лучше, лучше выглядеть? Серьезно намерены получить дополнительный доход? Большинство людей скажет «да». Затем вы спрашиваете: окей, сколько килограммов вы хотели бы сбросить? Или как быстро вы хотели бы почувствовать себя лучше? Какой доход вы хотели бы получить? И главный вопрос: почему? Какая у вас мотивация? Почему вы хотите что-то изменить? В итоге это стало чем-то вроде рефлекса. Как только вы задали вопросы, вы делаете приглашение, официальное приглашение. И по сей день у меня сохранился этот рефлекс. И я рассказываю свою историю других людей, я говорю: слушайте, я похудел на 12 фунтов, стал чувствовать себя лучше, моя сестра Мэри скинула 70 фунтов, мой отец 80 фунтов. После этого я рассказываю историю Гербалайф. Тогда это была небольшая компания, а сегодня я обязательно говорю, что мы помогаем сотням тысяч людей в более чем 90 странах. Уже на протяжении 41 года. Только в прошлом году наши примерные результаты розничных продаж составили 9 миллиардов долларов, а с момента начала деятельности более 100 миллиардов. А все почему? Потому что это работает. Итак, поскольку вы относитесь к этому серьезно, сделать нужно следующее. И затем я говорю, какие продукты им нужны, если они этого хотят. Если им нужен дополнительный доход, я говорю, какие продукты им нужны. Потому что вы можете поверить в продукт, только используя его. И затем мы составляем план действий. Немного больше об этом мы поговорим завтра, но мне хочется, чтобы у вас появилось понимание, как мы строили бизнес в те первые годы. Несколько замечаний, чтобы картина стала более ясной. Через 4 месяца, а в то время мы неплохо росли, и через 4 месяца главным моментом для меня стало решение остаться в этом бизнесе навсегда. Когда вы принимаете это решение, все становится несколько проще. Потому что вы больше не просыпаетесь с мыслями: «Ой, а нужно ли мне этим заниматься? Мне было так неловко вчера на встрече, наговорил каких-то глупостей». Уволить вас уже никто не может. Поэтому, когда вы принимаете решение быть здесь навсегда, вы ставите цель стать лучше, научиться делать это правильно, усердно трудиться, и начинаете думать, что для этого нужно. А сейчас вернемся к нам, к тому, как мы построили свои организации быстро. Быстро в те первые годы. В пример приведу типичную неделю. Подъем в понедельник в 6 утра. Тогда мы жили в Малибу, арендовали жилье. До офиса в Беверли-Хиллз было 45 минут, поэтому мы вставали пораньше, чтобы быть в офисе к 8 часам. Я знаю, что многие из вас приходят в свои клубы раньше, но в то время это считалось рано. На пути в офис в течение 45 минут мы слушали тренинги Джима Рона. Знаете, на таких старых аудиокассетах. И вместо того, чтобы слушать радио, мы работали над личностным ростом. Мобильных телефонов тогда не было, поэтому из машины мы никому позвонить не могли. Итак, работа над собой. Затем вы приезжаете в офис, и я уверяю вас, мы планировали каждый шаг. Мне кажется, многие дистрибьюторы тогда вели бизнес так: что нам делать сегодня? Не знаю. А что ты хочешь делать? Я не знаю, постираю-ка сначала белье. Что? Когда вы работаете, даже если это 1-2 часа, их нужно четко планировать. Когда через 4 месяца мы стали все свое время уделять этому бизнесу, у меня уже был план. Например, Лори выходила на улицу с 1000 листовок. В ту игру вступает еще один из важнейших моментов. Мы построили вместе с нашей командой и многими из вас огромную сеть дистрибьюторов по всей планете.
Мне кажется, все началось в то время, когда, что бы мы ни делали, мы всегда думали, кто может делать это вместе с нами? Мы-то будем заниматься это в любом случае. Марк учил нас всех, что если вы строите бизнес и дистрибьюторскую организацию, вы должны сначала сказать людям, как нужно что-то делать, а затем показать, как это делать. Они должны попробовать, и если у них не получается сделать хорошо, вы говорите им снова показываете, они пробуют, пока у них не получится. Хотя бы неплохо. Идеального результата никто не требует. Обычно на любого человека потребуется повторить это 5-6 раз. 5-6 раз, после чего они смогут пойти и сделать то, чему вы их научили. Итак, мы приезжали в офис, Лори выходила с 1000 листовок, небольших листовок в небольшой сумке. Мы всегда знали, где именно она будет работать на этой неделе. Знали, что она пойдет на эту улицу, в эту больницу, в это место, знали, где конкретно она разместит их. Там ее ждал дистрибьютор со своими листовками. «Окей, я иду туда, ты идешь сюда, это займет не больше 20 минут, встречаемся тут». Лори сразу выполняла несколько задач. Вместо того, чтобы лениво слоняться, Лори надевала спортивную одежду и ходила в хорошем темпе, слушая при этом мотивационные тренинги личностного роста. Она раскладывала листовки и при этом учила дистрибьютора, как это делать, придавая им уверенности. Итак, пока они занимались своими делами, я был в офисе. Для нас всегда приоритетом были контроль и сопровождение. Что всегда говорил Джим Рон? Богатство в контроле и сопровождении. Это было нашим приоритетом. У нас всегда был список, кому звонить, когда, в какое время, но я также отвечал на звонки по продукту, по бизнесу. И снова, раз уж я это делаю, я хочу, чтобы рядом со мной были дистрибьюторы. Я хочу им рассказать и показать, чтобы они пробовали, пока у них не получится. Они сидели передо мной со своими текстами, следили за моей работой, и после того, как они послушали меня 3, 4, 5 раз, я говорил, что теперь их очередь делать это. И они кричали «Нет!», а я говорил «Просто сделайте это. Никто тебя не уволит, попробуй. Никогда не знаешь, что в итоге выйдет». И тогда они начинали это делать. Примерно в 10:30, к этому моменту Лори уже возвращалась, в офисе уже были наши дистрибьюторы. Мы все договорились, что это будет временем для потенциальных клиентов. Таким образом, наши дистрибьюторы понимали, что если они ранее с кем-то поговорили и пригласили их узнать больше о продукте, то они могут привести их в офис с понедельника по пятницу с 10:30 до 12. Это придавало им уверенности. Например, сейчас они могут привести их в клуб. В офисе было жарко. Новые дистрибьюторы, звонки. Мы показывали, как мы это делаем, как презентовать продукт. Одновременно происходило много всего. Затем в час с понедельника по пятницу мы каждый день проводили встречу деловых возможностей. Итак, новые дистрибьюторы, которым не хватало уверенности и которые не знали, как презентовать продукт, могли пригласить клиентов с 10:30 до 12. А те дистрибьюторы, которым не хватало уверенности и которые не знали, как презентовать бизнес-возможности, могли пригласить своих людей к часу. Итак, мы могли показывать нашему дистрибьютору не просто презентацию, но и то, как это делать. Это открывало новые перспективы. У нас было высказывание: если ты используешь всего один метод, то он тебя и погубит. Иными словами, если вы только используете рекламу, на ней одной бизнес не построить. Нужно делать больше. В 2 часа мы выходили на улицу, и до 3:30 я ходил от магазина к магазину, от кафе к кафе, давал людям продукт на пробу, приглашая зайти их в офис. Беседовал, звал на встречу деловых возможностей. Просто встречался с людьми, узнавал их. А Лори выходила, ей это обычно не нравилось. Она выходила с другой девушкой, дистрибьютором, и они использовали технику шопинг. Они шли в магазин одежды, Лори брала пару штанов размером больше, показывая, что она снизила вес. Выходя из раздевалки, она заявляла: «Боже, я так сильно похудела», и все женщины в магазине поворачивали свои голосы с вопросом «Что?». И помним, с ней была другая девушка-дистрибьютор. Мы учим, показываем и учим. И теперь она просит эту девушку рассказать свою историю. «Мэри, расскажи, что с тобой произошло?» Мэри при этом практически в обмороке, но все-таки рассказывает и становится чуточку увереннее. Лори помогает ей отточить навыки. Это было весело, и при этом они получают клиентов. В 3:30 мы встречались в спортивном зале, потому что нам нравится заниматься. Но было правило поговорить с 3 новыми людьми в зале каждый день. Мы были в Лос-Анджелесе и выбрали большой зал. Мы просто спрашивали людей, что они делают для своего здоровья, какое у них питание, интересует ли их дополнительный доход. В 5 часов счастливые часы. Есть рестораны, которые в это время предлагают напитки за полцены, бесплатные закуски. Мы шли вместе с Лори сразу после зала. Она выглядела отлично. Я выгляжу нормально. Лори брала продукт и небрежно раскладывала на столе. Если другие дистрибьюторы хотели, они могли к нам присоединиться и посмотреть, что мы делаем. В счастливые часы мы много работали. И мне кажется, каждый раз к нашему столу подходил какой-то парень с бутылкой пива в руках и большим животом и спрашивал: «Что это? Торговля наркотиками?» «Нет». На что я отвечал: «Слушай, я использую этот продукт и потерял 12 фунтов».
тебе стоит поговорить с ней. И он всегда говорил: ну, я не знаю, у меня все в порядке. И тогда Лори говорила: о, слушай, ты такой красавчик. А по ночам мы устраивали домашние вечеринки. Было весело, и это заставляло людей приходить к нам. Так мы получали имена и номера телефонов. Мы приглашали, по крайней мере, 10 новых людей в день, чтобы рассказать им о продукте или бизнесе. Вы все слышали об этом, но вот как мы делали это. Обычно в понедельник мы разговаривали, по крайней мере, с 20 людьми. Вторник — то же самое, только вечером у нас была официальная встреча деловых возможностей Гербалайф. Среда проходила по плану понедельника, четверг по плану вторника. В пятницу единственная разница была в том, что после ВДВ в час дня мы ходили на какое-нибудь мероприятие в городе. Например, на лодочное шоу, автосалон, ну что угодно. Просто шли туда поговорить с людьми, разместить листовки на парковке. В субботу утром мы проводили встречу деловых возможностей, затем базовый тренинг на пару часов, а после этого, если бы мы не достигли всех поставленных целей на этой неделе, мы устраивали домашнюю вечеринку или что-то другое. В воскресенье мы старались отдыхать, кроме одного часа, в течение которого я планировал всю следующую неделю. Итак, я знал, например, в какие конкретно места я пойду в четверг в 2 часа дня. Это не было чем-то вроде «а куда мне сегодня сходить?» Нет, все было запланировано. Если вы не планируете, вы планируете неудачу. Итак, все это называлось занятость. Мы действительно работали на себя. Что ж, вот что мы делали. И в рамках этого, между прочим, нам было так весело всем этим заниматься. По пути мы изучали основы, которые до сих пор остаются важными в Herbalife. Я хотел бы отметить одну вещь. Марк с самого начала, с первой школы супервайзеров, хотел, чтобы мы спроектировали то, как мы видим свое развитие через 10 месяцев после школы. Кстати, на этой школе нас было 12 человек. Итак, в наши дни люди говорят: я был в задней части комнаты, а сегодня я президент Steam и сижу впереди. Но тогда задней частью комнаты был второй ряд. Мы все познакомились друг с другом, и все были довольно дружелюбны. И Марк говорил: хорошо, я хочу, чтобы ты подумал, где ты будешь через 10 месяцев. Сделайте прогноз. И так он добрался до меня. Я сказал: я собираюсь заработать столько. Он сказал мне удвоить цифру. Я ответил: Марк, как это сделать? Он спросил: у вас проблемы с моим продуктом? Я ответил: нет, Марк, продукт фантастический. На что он говорит: значит, проблема с планом продаж и маркетинга. Я сказал: Марк, план отличный, у людей все получается, я тоже неплохо справляюсь. Тогда он спрашивает: и в чем тогда проблема, Тартоль? Я сказал: наверное, во мне, Марк. Он спросил: разве ты не разговариваешь с людьми? И я сказал: разговариваю. Он спросил: из 10 человек, которых вы приглашаете, сколько покупают продукт? Я ответил: ну, обычно 2. И он начал смеяться. А я говорю: видите, он думает, что я идиот. Он посмотрел на меня и сказал: подожди минутку. Ты серьезно? Тартоль, 2 продажи в день? Ты невероятно преуспеваешь в бизнесе. Я сказал: но, Марк, все эти 10 человек сказали мне, что они серьезно настроены похудеть, или поправиться, или немного заработать. И он снова начал смеяться, а потом сказал: подожди-ка, дай минуту. Ты ходил в юридическую школу, ты музыкант из Лос-Анджелеса. У тебя должна быть смекалка, Тартоль. Они не настроены серьезно. Им был интересен твой значок. Им было интересно узнать о продукте и бизнесе. Они были достаточно умны, чтобы понимать, что скажи они, что не рассматривают это серьезно, ты не расскажешь свою историю. И если ты будешь продолжать приглашать 10 новых людей в день, 6 дней в неделю и больше, то увидишь, что произойдет через 10 месяцев. И действительно, то, о чем говорил Марк, произошло. Поэтому мы просто продолжали делать это снова и снова и снова. Так что поймите, не принимайте «нет» близко к сердцу. Люди должны быть готовы. Они должны быть готовы к изменениям. И иногда такому отношению трудно научиться, потому что вы действительно хотите помочь людям. Но это важно. И еще одна вещь, в которой он был по-настоящему непреклонен. Строя свою команду, мы должны помнить, что всегда чему-то учим своих людей. Итак, чему вы учите своих людей, совершая определенные действия? Многие говорят: иди и сделай это. Они делают то, что мы называем рассказать, что делать. Но вместо того, чтобы пойти с ними, они говорят: хорошо, давай сам. Нет, это должно быть расскажи и покажи. Расскажи и пойдем вместе. Пойдем поговорим с твоими друзьями и семьей. Подумайте об этом. Наши методы работы тогда не сильно отличались от современных. Методы работы. Они разные из-за технологий, из-за нашего опыта, всего, что мы узнали. Но по сей день метод номер 1 в бизнесе Herbalife — это разговаривать с людьми, которых вы знаете. А потом с людьми, которых они знают. А затем с людьми, которых они знают, и с людьми, которых они знают, и так далее. Теперь есть другие методы, например, приглашение в клуб. Но тогда у нас не было клубов, были листовки. И одно из правил было 1000 листовок, разложенные на машинах, и день завершен. Но мы должны были также раздать людям от 25 до 50 листовок, приглашая их бесплатно попробовать продукт или просто пройти то, что мы сейчас назвали бы wellness-тестом. Конечно, у нас были ВДВ и все такое, но мы выходили на опросы. Мы ходили от ресторана к ресторану.
от магазина к магазину. Я просто разговаривал с людьми, куда бы они ни пошли. У нас было много методов построения бизнеса Гербалайф, которые актуальны и сегодня. Конечно, были ВДВ, этот метод вечен. Тогда у нас были соревнования, не вызовы, у нас были розыгрыши. О домашних вечеринках я уже говорил. И затем, по мере того, как мы росли, позднее я собираюсь погрузиться в историю, вспомнить некоторые из методов ведения бизнеса, и хорошие, и плохие. Но пока немного о другом. И еще одна важная вещь, которой нас учил Марк. Пока мы строили свои команды, мы уже понимаем, что мы всегда чему-то учим своих людей. Итак, если вы хотите, чтобы они что-то сделали, вам нужно самим это делать. А затем сказать «давайте вместе». Другой момент. Иногда вам хочется пожаловаться. Золотое правило. Никогда не жалуйте своим нижестоящим. Вы можете жаловаться только спонсорам. К этому относятся и жалобы. Люди в Лос-Анджелесе или, например, в Москве поймут автомобильные пробки. Легко сказать «ух, пробки сегодня ужасные». Но нужно пытаться заставить себя мыслить позитивно, когда разговариваешь с нижестоящими независимыми партнерами, клиентами. Если все же нужно кому-то пожаловаться, пожалуйтесь спонсорам. И в конечном итоге, говорил Марк, абсолютная зрелость наступит тогда, когда потребность жаловаться совсем отпадет. Мы выявляем проблему и потратим на нее 10% наших мыслей. И тогда оставшиеся 10% мы потратим на решение. Таким был Марк. Марк всегда думал, хорошо, я определил проблему, но у него всегда было решение. Это один из самых больших секретов Гербалайф. Будьте готовы записать это. Решение всегда в том, чтобы использовать продукт, носить бренд и говорить с людьми. Всегда. Я собираюсь показать через секунду слайды, чтобы вы увидели, что произошло. И даже в вашей личной жизни будут происходить разные вещи. Это жизнь. И поэтому, когда дела идут совсем не по плану, я говорю себе: хорошо, я уберу эту проблему в ящик и выйду на 2 часа. Я выпью чай или один из наших продуктов, которые придадут энергии, сделаю презентации. И когда вы находитесь на этой воображаемой арене, вы настроены более позитивно. И когда вы возвращаетесь домой и открываете ящик с проблемами, которые казались такими серьезными, они больше не кажутся таковыми. Потому что вы уже нацелены на решение. Теперь нужно сказать о еще одной вещи, которой нас учил Марк. Я всегда опаздывал, и у меня всегда был придуман повод. Вы могли быть уверены, что я опоздаю хотя бы на 5 минут. Что мы узнали от Джима Рона, что укрепил в наших головах Марк? Вы должны избавиться от вредных привычек, заменив их хорошими. Поэтому вместо того, чтобы опаздывать на 5 минут, я начал приходить на встречу на 15 минут раньше. Потому что одним из худших моментов вашей деятельности, независимо от того, собираетесь ли вы провести презентацию, встречаетесь ли вы с кем-нибудь в клубе или в социальных сетях, в принципе, неважно, в каком формате эта встреча, если они там, а вас еще нет, это показывает неуважение к их времени. Так я понял, что должен заменить эту плохую привычку хорошей. Хорошо, теперь я хочу пройтись по некоторым слайдам, чтобы дать вам представление о том, что произошло за последние 40 лет. В 1980 году началась мечта. Другими словами, в 1980 году в США большинство людей ничего не знали о травах. Травы. Люди знали, что их можно положить на спагетти или что-то в этом роде, но на самом деле это была вещь неизвестная. Но Марк, как вы все знаете, в жизни Марка произошли некоторые события, которые привели его к созданию компании Herbalife. И Марк Хьюз, я так счастлив, что был знаком с ним. Мы как бы росли вместе, нам было немного за 20. Я был в том первом офисе Herbalife. Когда я наконец занял там письменный стол, самый обычный складной стол, счет за телефон, который я получал, все еще приходил на имя Марка. И я подумал: ох, я должен оплатить счет за этот телефон. В противном случае я разрушу репутацию Herbalife. Ведь счета выписывают на имя Марка. Как вы знаете, Марк всегда был настроен найти решение проблемы снижения и поддержания веса. У него был опыт работы с медицинскими компаниями. Итак, поработав на несколько медицинских компаний, он увидел, что все они делали что-то неправильное. Но, как говорил Марк, благодаря работе в каждой из этих компаний, я узнал, чего не следует делать. А также, что я хочу сделать, когда у меня будет своя собственная компания. Итак, вот оно, начало. У нас было 4 базовых продукта. Также были таблетки Energy. Вот что положило начало Herbalife. Это и Energy. Именно сочетание трав и витаминов. Главным с самого начала было понять, что это не диета. Мы собираемся представить это миру как программу похудения, но на самом деле это оздоровительная программа.
Нас учили, что если кто-то хочет похудеть, то так же, как и сейчас, он должен каждый день выпивать 2 коктейля вместо 2 приемов пищи и 1 раз в день есть обычную, желательно здоровую еду. Таблетки принимали 3 раза в день. Вам нужно больше энергии, примите таблетки Energy. А потом, когда люди худели, мы говорили, на самом деле это не диета, это оздоровительная программа. И теперь вы можете выпивать хотя бы 1 коктейль в день и принимать таблетки просто для хорошего самочувствия и энергии. Даже после похудения нужно поддерживать вес в течение как минимум 6 месяцев, потому что у вашего тела есть заданная точка, это точка баланса, в которую оно пытается вернуться. Так что просто планируйте пить по 1 коктейлю в день не менее полугода. И когда люди соблюдают эту рекомендацию, это становится привычкой. Ранее я говорил о привычках. Это становится хорошей привычкой. И именно отсюда начался рост компании. Марк разогнался. И как, наверное, все вы, мы пошли к своим друзьям и семье, а в его случае, поскольку он работал в других компаниях, никто из друзей не хотел к нему присоединиться. Тогда Марк подумал: хорошо, нужно поговорить с людьми, которых я не знаю. Итак, через 2 недели после открытия Herbalife Марк опубликовал в газете объявление о новой возможности, и Джерри Цветанович была первым человеком, который серьезно отнесся к нему. И Джерри и Марк сказали этой возможности «да». И что же? Марк позвонил Джерри и сказал: «Джерри, дай мне поговорить с твоей мамой». Когда последняя взяла трубку, Марк сказал: «А вы знаете, миссис Цветанович, Джерри только что присоединилась к Herbalife, и она достигнет невероятных высот. И было бы замечательно, если бы вы были ее первым покупателем. Разве это не было бы здорово?» А в ответ: «Да, наверное». Так Джерри нашла своего первого покупателя. И как вы, господа, все знаете, и дамы, правило заключалось в том, что вы должны попытаться помочь новому дистрибьютору заработать немного денег или найти своего дистрибьютора в течение первых 72 часов. Положите деньги им в карман. Потому что люди могут сделать то, что мы называем логическим прыжком. Эй, если я смогу пойти продать продукт своей маме, заработать $50 на этой продаже, то я смогу сделать это снова. А потом я мог бы научить других делать то же самое. Вау, это может сработать. И Джерри начала развивать бизнес. И за первый год у нее появилось 60 супервайзеров в первой линии. 6-0. Вы задаетесь вопросом, почему она королева, почему она стала первым Founders Circle. Она работала и еще раз работала. И этот первый офис Herbalife, я знаю, что некоторые из вас прилетали в Лос-Анджелес и проезжали мимо него. Это маленькое крошечное местечко, как и у многих из нас. А из него выросла эта невероятная многомиллиардная компания. Между прочим, Марк не сидел в этом офисе без дела. Он нередко подметал полы в своих шортах, пытаясь навести порядок, а потом возвращался и надевал костюм, чтобы провести презентацию. Пака вспоминает: да, иногда люди говорили: «Ух ты, уборщик проводит презентацию». Марк был готов сделать все, что только нужно. И бизнес стал расти. Эти первые результаты вдохновили всех. Есть одна вещь, которую я делаю, я расскажу об этом позже. У нас были просто базовые продукты. На вкус они были и близко не так хороши, как сейчас, но они работали. И поэтому главное, люди должны использовать всю линейку продуктов. Если есть какие-то продукты, которые вы не используете, держу пари, вы не говорите о них, потому что мысль о них даже не приходит вам в голову. Итак, это всегда было первой частью того, что мы делаем. Использовать продукты. Используйте продукты для достижения личных результатов и результатов своего бизнеса. Используя продукты, вы будете говорить от сердца. Большинству из нас было около 20 лет. Я помню, когда Том Ирвин присоединился к бизнесу, потому что он сильно похудел. На тот момент ему было 40 лет. Мы все сказали: «О, черт возьми, наконец-то у нас появился старик». Но так мы к этому относились. Мы не думали: «О, старый человек». Мы думали: «Отлично. Теперь у нас есть кто-то постарше, кто может помочь нам привлекать более взрослую аудиторию». А постепенно мы начали привлекать самых разных людей, самых разных национальностей. Помните, в том первом офисе мы все были под руководством Марка Хьюза, и поэтому мы никогда не задумывались: ну а в чьей ты группе? Не знаю, хочу ли я с тобой работать. Когда мы открывали мир, многие люди говорили: «Эй, Санкт-Петербург мой город». Моя сестра сказала: «Чикаго мой город». И я говорю: подожди минутку. Города никому не принадлежат. У нас здесь нет границ. Итак, у нашей первой группы был сходный менталитет. Мы команда, которая помогает строить компанию Herbalife. Вот такой большой менталитет. Мы также научились отношению без проблем. Я знаю, что у всех вас тоже есть истории. Однажды мы снова соберемся вживую и, может быть, выпьем чего-нибудь по вашему вкусу, и нам есть что рассказать. Но что бы ни происходило, это никогда не было проблемой. На самом деле, то, что другие люди сочли бы невозможным, Марк считал, что это просто займет немного больше времени. Встреч стало очень много, когда мы начали действительно расти. Мы выросли с 2 миллионов в первый год до 10 миллионов в следующем году, а потом до 58 миллионов, 150 миллионов и более 350 миллионов. Итак, мы смогли нанять бизнес-профессионалов из Гарварда и других крупных университетов. И я помню времена, когда мы с Марком и другими ведущими дистрибьюторами разговаривали, планировали, и с нами вместе были эти магистры бизнес-администрирования.
Иногда они говорили: «Хорошо, вот что мы сделаем». А иногда: «Простите, но так нельзя, это так не делается». После этого Марк смотрел на него и говорил: «Я не спрашивал вас, можем ли мы сделать это таким образом. Это то, что мы сделаем, а вы поможете нам в этом разобраться, не так ли?» И этот магистр соглашался. Многие из этих людей. Марк окончил только 9 классов. Я правда считаю, что одна из причин его успеха — он просто не знал, что невозможно сделать то, что хотел. Он этого не знал. Его не учили, что и как делать, и он часто говорил: «О нет, я хочу заняться этим. Я хочу это сделать, и мы выясним, как это сделать». Мы делали и росли. Это было невероятно. Однажды в 1984 году у нас закончились продукты, это сводило с ума. Итак, угадайте, что мы сделали? Да, конечно, мы позвонили в компанию и сказали: «Это нужно исправить». Мы не говорили: «Гербалайф, дай нам грузовик». Мы нуждались в помощи, и Марк хотел нам помочь. И мы, как независимые дистрибьюторы, говорили: что ж, нам самим тоже нужно исправить некоторые вещи. Итак, мы сели за грузовики и попутно помогали компании найти решение. Это была команда. По-прежнему команда. Приведу пример того, что ничего никогда не было проблемой. Однажды правительство Канады решило: погодите, бизнес растет слишком быстро. Нам нужно во всем разобраться. Поэтому они запретили на время продажу продуктов питания, но разрешили реализовать шампуни и ополаскиватели. И тогда Лесли Стэнфорд, Ларри Шайн, да абсолютно все, сказали: «Хорошо, давайте продавать шампуни и ополаскиватели». Итак, наши супервайзеры стали продавать шампуни и ополаскиватели, потому что это то, с чем приходилось работать. Итак, решение есть всегда. Вы пользуетесь продуктом, вы носите бренд, вы разговариваете с людьми, и что же случилось потом? Маркетинговый феномен. Мы были названы самой быстрорастущей частной компанией в США, мы сделали 500 миллионов. А потом пришла плата за успех. Люди завидуют, людям нужна доля рынка. Появилась проблема. Фармацевтические компании в Америке захотели превратить витамины в лекарства, чтобы получить монополию на их производство. Они пришли за нами. Они пришли в Гербалайф. И вы много раз слышали эту историю. В Вашингтоне прошли слушания. И в Вашингтоне подумали: ну вот и все. Марк появится один, и никто его не поддержит. А в итоге пришли 5000. Мы устроили настоящий марш частного предпринимателя в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы все пошли за Марком туда, где должно было пройти слушание. Изначально слушание должно было пройти в комнате на 1000 человек. Они рассчитывали выставить Марка в невыгодном свете. Но как только они увидели 5000 человек, слушание сразу перенесли в комнату на 20. Затем мы все заходили и разговаривали с нашими конгрессменами, сенаторами. В ту ночь у нас было большое собрание, и Марк сказал: вот и все, мы выиграли. Мы не знали, выиграем мы или нет, такой был у него имидж. И, кстати, в итоге мы скорее выиграли, чем проиграли. Мы явно росли. И тогда Марк... Было больно. Мы упали с 500 миллионов до 100. И это неплохая в целом цифра. Но, черт возьми, доходы заметно упали. Для дистрибьюторов они скатились с высокого уровня до очень низкого. Я помню, как в одно время, когда стало действительно тяжело, мы собрались в одном номере отеля, без Марка. И мы все сказали: хорошо, что бы ни случилось, пока Марк держит эту компанию на плаву, мы будем с ним. Мы продадим наши машины, наши телевизоры. Мы сделаем все необходимое, потому что это и наша компания. Это Гербалайф. И это мы. Некоторые из тех людей ушли, буду честен. Но там были Лесли Стэнфорд, Сьюзен Питерсон и моя семья. Нас было довольно много. Деннис Даудел. Мы выдержали. Мы называем их темными временами. 85-й, 86-й, примерно до 92-го было тяжело. Чтобы вы понимали, для получения того же результата нам приходилось приглашать вместо 10 человек в день 20-30. Мы научились работать. Мы научились делать все лучше. Все. Мы были полны решимости возродить Гербалайф. А потом компания начала расти. Теперь вспомните Марка с 500 миллионами долларов. У Марка было невероятно хорошее финансовое положение, но увидев, что произошло, что бизнес переживает не лучшие времена, он сказал: хорошо, я собираюсь снова засучить рукава и рассказывать, показывать, пробовать и делать. Как на картинке. Он приходил к нам в офис, отвечал на звонки, и я помню, как Марк отвечал на звонок, и кто-то в ответ сказал: «Нет, мне это не интересно». И весь офис зашептался: «Боже мой, они сказали нет Марку Хьюзу». На что Марк сказал: «Пока со мной будут 1-2 человека вроде вас, у нас все будет хорошо». Мы все подумали: хорошо, если он принимает отказ, то и мы можем принять отказ. Все получится. Мы верили, что мы выживем и будем процветать. Стали открываться новые страны. Канада уже была открыта. Австралия. Многие из вас слышали мою историю об Алане Лоренсе. Думаю, расскажу ее завтра. Затем мы открыли Мексику и другие регионы, продолжая работать в США. Мы просто работали. Марк все так же развлекал нас. На экстраваганзах выступали одни из самых выдающихся артистов мира. И нам всегда было весело. Использовать продукт, носить значок, разговаривать с людьми. Это было весело, просто и волшебно. Вот такая была атмосфера. Такова была культура.
открывались другие страны. Между прочим, одной из самых важных вещей, которые произошли с компанией, был Джим Рон. Джим Рон официально присоединился к компании. И Джим... Мне не хватает слов. Он просто мог сказать столько много всего несколькими словами. Он поражал тебя прямо в сердце. Он поражал твой ум. Это было логично. Это было эмоционально. И так, к счастью, он решил: да, я собираюсь работать с Марком Хьюзом, всеми этими дистрибьюторами и этими продуктами. И мы собираемся стать лучшими. Так что Джим сыграл большую роль в этом. А затем 90-е. А в 90-е все начало меняться. Другие страны начали расти по мере того, как люди получали больше результатов. У них становилось больше опыта. У нас была парочка продуктов в Америке, которые было действительно легко продать. Мы называли их «зеленый» и «бежевый». Появился ежемесячный бонус 2, 4, 6. Как я уже сказал, все вставало на свои места. А на самом деле мы получили уверенность. Большая часть нашего бизнеса сводится не просто к тому, что, как говорил Марк, важнее то, как вы относитесь к тому, что вы говорите, чем слова сами по себе. Для меня это было уверенностью. Если вы говорите что-то уверенно, вы можете сказать кому-то, что ему нужно сделать, а не спрашивать, что бы он хотел сделать. Потому что вы уверены, что этот продукт подойдет именно этому человеку. Вы уверены, что если этот человек пойдет и поговорит со своими друзьями и семьей и будет выполнять ежедневную работу, то у него есть неплохой шанс преуспеть в бизнесе с Herbalife. Итак, к тому времени мы были уже больше 10 лет на рынке. Мы начали расти. А затем пазл собрался и начался взрывной рост. За те 10 лет открылось так много стран. Я был частью группы. Неофициально, но я люблю путешествовать. Многие из нас это делали. Так мы открывали Европу. Фактически я прожил в Париже 3 года. Такое фантастическое время. Это позволило мне путешествовать по всей Европе. Так как я из Лос-Анджелеса, сюда приезжают люди из всех сообществ мира. Из каждой страны, надеясь стать рок-звездой или кинозвездой, быть ближе к кумирам. Мы приходим к таким людям и спрашиваем: «Эй, а кого вы знаете в Таиланде? Кого вы знаете на Тайване? Кого вы знаете в Германии?» Для тех из нас, кто готов был это делать, это была работа. Мы рискнули. Мы рискнули выйти на улицы и поехать к этим людям. Но у нас был план. Это была не просто игра в кости. Я могу провести целый тренинг о том, как мы открывали страны. Но все в итоге сводилось к совместному планированию и работе сообща. Марк всегда поощрял это, а мы всегда понимали, что это очень важно. Тем больше мы работаем вместе. В мире работы хватит всем, не беспокойтесь. О, они получают здесь большую долю рынка. Для всех нас есть много работы. Если вы действительно посмотрите на любую из стран, в которых мы находимся, мы поговорили с ничтожным количеством людей. Даже учитывая текущие размеры компании. В общем, как бы то ни было, мы выросли, взлетели, дошли до $1 миллиарда. Марк показал нам, что он один из самых замечательных бизнесменов. И что происходит? Он умирает. Трагедия. Настоящая трагедия. Марк всегда замечал, потому что другие постоянно говорили ему: «О, Марк, ты лучший, ты лучший, ты лучший». На это он отвечал: «Привет, спасибо, но звездой Гербалайфа являются продукты». Вот эта звезда. А другие звезды Гербалайф — это вы. Все дистрибьюторы, которые помогают людям получать продукты и помогают людям в бизнесе. И еще он говорил, сначала он говорил: «Эй, мне нужны 10 Марков Хьюзов». Затем, по мере того, как мы росли, «Мне нужна еще 100 Марков Хьюзов». Мы продолжали расти, и Марк начинал говорить: «Мне нужна 1000. Мне нужны 1000 Марков Хьюзов». Когда он умер, это стало настоящим испытанием. Дуплицировал ли Марк Марка? И никто не смог бы стать столь же хорошим, как Марк. Он знал людей, он любил людей, он был умен. У него было только 9 классов образования, но это не мешало ему быть потрясающим. Были ли мы успешны только благодаря Марку, или же он был прав, продукты — это звезды? Будут ли дистрибьюторы продолжать развивать свой бизнес? Пару лет было тяжело, потому что было непонятно, кто будет руководить компанией. Ответ — мы, ведущие дистрибьюторы. Кстати, перед своим уходом Марк основал семейный фонд Herbalife. Потому что, опять же, детство у Марка было непростым. Он всегда хотел помочь детям. Сегодня семейный фонд Herbalife действует по всему миру, помогая сотням тысяч, если не миллионам детей по всему миру. К счастью, Питер Касселман, владеющий компанией, в то время нашел Майкла Джонсона. И Майкл Джонсон... У нас был сам Майкл Джонсон. У нас была эпоха Марка Хьюза, и Марк навсегда останется с нами. И пришел Майкл Джонсон.
Майкл был великолепен, триатлонист, такой агрессивный, позитивный человек, но и ему сначала пришлось учиться. Он должен был научиться работать с нами. Майкл быстро освоил то, что знал Марк. Главное — это продукт и дистрибьюторы. Майкл сказал: давайте работать вместе. И теперь у нас есть комитеты по всему миру, которые работают с компаниями над новыми продуктами, над развитием плана продаж и маркетинга, над каждым элементом этого бизнеса. И Майкл сказал: пришло время выйти и по-настоящему продвинуть этот бренд. И тогда мы стали спонсировать футбольную команду Galaxy, что в итоге привело к сотрудничеству с Криштиану Роналду и многими другими спортсменами по всему миру. Мы вышли на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Майкл был убежден: это отличная команда, и я хочу, чтобы мир знал об этом. И эта энергия помогла нам двигаться вперед, ведь дистрибьюторам было известно, что то, что говорит Майкл, правда. Мы хотели помогать людям, предлагая продукты и бизнесы, и в итоге мы выросли с 1,5 миллиардов, когда Марка не стало, до примерных результатов розничных продаж в 9 миллиардов. Это потрясающая история. И у Майкла была такая страсть. Он такой умный и харизматичный, он привел нам таких невероятных людей, как Дес Уолш. На самом деле мы называем его Святой Дес. Если вам довелось когда-нибудь встретиться с ним или поработать, то вы знаете, что этот блестящий ирландец всегда находил правильные слова. Даже в самой эмоциональной, безумной ситуации он мог сказать: «Хорошо, давай поговорим минутку». И он разговаривал с тобой. А вы только и могли сказать: «О, ты прав, Дес». Всегда спокойный, логичный Дес. Опять же, все это просто закономерность. Мы можем привлечь этих невероятных лидеров. Джон де Симон, Джон Агвуноби. Идеальные люди, пришедшие в самое подходящее время. Они снова выведут компанию вместе со всеми нами на новый уровень, потому что они понимают, как это работает. Они понимают, что все дело в продукте. В этом методе ведения бизнеса. Я говорю вам, ребята, мы настроены на большие дела. Также Майкл смог привлечь еще больше талантов из научного мира. Например, Дэвида Хибера. Сегодня у нас много экспертов и ученых по всей планете. Ученых, получающих Нобелевские премии. Но дело не только в людях. Дело еще в том, как мы производим продукты, как мы их тестируем. Наш подход от семечка до конечного потребителя. Этого нет ни в одной другой компании нашей отрасли. Ни в одной. По сей день, когда люди хотят поиграть на моих нервах, я не разбираюсь в ингредиентах, в отличие от многих людей сегодня. Они заходят в интернет и хотят знать, почему вместо этого ингредиента соя. Или я хочу, чтобы в составе было то и то. Я говорю: послушайте. Они: как работает целлюлоз? Что тогда, что сейчас я говорю: послушайте, я ничего не знаю об этом. И раньше я действительно не знал об этом. Но они хотят знать, как же работает целлюлоз. На это я отвечаю: позвольте мне рассказать вам, как именно это работает. Вы принимаете одну таблетку в день и вскоре увидите, что дюймы начинают уходить еще быстрее, а еще лучше 2-3 раза в день. Итак, вы хотите заплатить наличными, чеком или кредитной картой? «Будь проще, Джон», — говорил он, «потому что простота равно дуплицированию. Поэтому по сей день я не заморачиваюсь с ингредиентами. Я знаю, на каком сайте человек может узнать все о наших ингредиентах. Я говорю: послушайте, я об этом ничего не знаю. Но вот что мне известно. Люди, использующие продукт. Сотни миллионов людей используют этот продукт более 41 года в 90 странах. Наш оборот — миллиарды, потому что продукты работают. Итак, вот здесь вы можете получить ответ на свой конкретный вопрос. Но когда вы получите ответ, давайте поговорим завтра. И все, что мне нужно знать, это какой вкус коктейля или чая вы хотели бы попробовать, а также удобный способ оплаты. Наличными, чеком или кредитной картой. Вот и все. Мне не нужно знать все. Информацию можно найти. Она всегда была. И вообще с теми результатами, которых мы добивались за последние 41 год, это даже немного глупо, если кто-то спрашивает: «О, а Herbalife работает?» Не говорите ерунду, мы сделали 100 миллиардов долларов за нашу историю, а в переводе на людей миллионы, миллионы и миллионы. Конечно, Herbalife работает, конечно, бизнес работает, и я просто рассказываю все по факту. Я рассказываю свою историю, историю других людей, историю Herbalife. И история Herbalife становится все лучше и лучше. Это моя сестра Мэри Холлоуэй. Мэри — одна из моих лучших дистрибьюторов. Мэри похудела на 70 фунтов. Кстати, Мэри сделала львиную долю этой презентации. Она великолепна. Итак, вы хотите, чтобы с вами в бизнесе была семья. И мне потребовалось... мне потребовалось полгода, чтобы Мэри согласилась. Она была абсолютно уверена. «О нет, у меня просто проблема с эндокринной системой». Я сказал: «Мэри, у тебя проблемы с мышцами. Ты слишком часто открываешь холодильник». Ну, конечно, она обиделась. Но в конце концов она познакомилась с продуктом, получила результат и теперь является одним из ведущих дистрибьюторов. У нас в Herbalife есть заводы. У нас есть склады по всему миру.
От семечка до конечного потребителя. Мы можем все контролировать и производить лучший продукт на планете. Спонсорство. Мы были на Таймс-сквер с Роналду в нашей футболке. Все это знают. Все меньше людей спрашивают, что такое Гербалайф. Люди говорят: «О, Гербалайф, конечно, хорошая компания». И от этого рост продаж. Так, презентация заканчивается на 2018 году, нужно ее обновить. А теперь страны. Мы все время растем. Мы укрепляем нашу основу благодаря многочисленным странам. И, кстати, все вы, во всех странах русскоязычного мира, вы проделали выдающуюся работу. У вас есть одни из ведущих мировых лидеров. Леон Вайсбейн, один из лучших дистрибьюторов в мире. Блестяще. Так много Chairman's Club, President's Team, которые ведут за собой и дарят компании одни из лучших идей на протяжении многих лет. Всем хочется быть здоровее, чем когда-либо, привести себя в форму. Многие люди смотрят сейчас на свою жизнь и думают: неужели я действительно хочу жить так же, как раньше? Возможно, я мог бы делать что-нибудь другое, возможно, у меня было бы больше свободы. Я мог бы быть предпринимателем. И сколько стоит начать бизнес с Гербалайф? Нужно приобрести только набор дистрибьютора. И все. И появляется шанс на все это. С этим набором появляется ключ к этому многомиллиардному бизнесу. Инвестиции, которые были сделаны за годы, огромные. И что еще более важно, результаты, которые мы получим за это время. Итак, мы хотим поблагодарить Марка за его видение, за его страсть, за то, что он дал это все нам. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сделали это частью своей жизни, а также за то, что вы помогаете людям по всему миру. Увидимся с вами совсем скоро. Действуйте!